Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что женщины думают о вас? Какого же мнения о вас женщины? Давайте так взгляд со стороны. Интересно ведь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы очень нравитесь женщинам, если кто не знает, да, вот. Женщины, знаете, они вас даже немножечко почему-то побаиваются. С одной стороны, вы нравитесь, но вот своей какой-то, может быть, силой, своей мощью, да, вот чем-то вы их немного смущаете. Вы такой человек довольно уверенный в себе, даже могут быть какие-то амбиции вам присущи. Вы очень твердо стоите на ногах, да, вы в принципе зарабатываете неплохо, у вас может быть даже свое дело есть, ну то есть довольно неплохой стабильный заработок у вас есть. Вы человек, который очень любит все контролировать, да, вот какая-то властность, да, вот может присуща быть в вашем характере. Вы довольно всесторонне развиты, вы много чего знаете, много чего умеете. Вы человек, который живет абсолютно, так знаете, не спеша, неторопливо. Вот как-то вы не суетитесь. Если есть мужчины-энерджайзеры, такие живчики, то вы, вот особенно это с возрастом может проигрываться, что вы довольно такой вот степенный человек, да, никуда не торопитесь, все делаете не спеша, все одно за другим, как-то вот все по плану, у вас все распланировано, но вы не будете мчаться за 3-9 земель, чтобы быстренько и туда, и туда, и туда. Все четко, все степенно, как-то вот без особых таких эмоций, да. Вы человек, который может даже проигрываться, что вы бываете довольно вспыльчивый. Это могут быть еще последствия после вашего какого-то либо же романа, либо же после семьи вашей разрушенной. Да, скорее всего, вот у вас нервишки начали шалить особенно сильно после того, как вот вы потеряли в своей жизни женщину. Вот она вам настолько вот вымотала нервы, что вы стали вот в какие-то моменты, может быть, как спичка. Вот в те моменты, где вы раньше, может быть, даже не реагировали в каких-то ситуациях, то сейчас вы довольно остро реагируете, довольно резко. Вы можете даже, ну, как-то вот иногда нагрубить даже, резко ответить, вот в таком плане. Так, давайте смотреть, что еще у нас. Ну и снова, я даже не удивляюсь, понимаете, из расклада в расклад вот вам выпадает, что вы довольно семейный человек. Меня уже это абсолютно не удивляет. Это значит, что для вас семья, в принципе, всегда стоит на первом месте. Семья, потом уже все остальное. Благополучие семьи, благополучие детей, благополучие женщины. Вы даже не исключено, что вот вы даже как-то мотаетесь, чтобы заработать. Ну, это когда была семья, я имею в виду. Ну, либо же сейчас, если у кого-то есть. Вот вы стараетесь вот все в дом, всю семью. Да, присуща некоторая властность, но тем не менее это все идет в семью. Да, все, что вы делаете и живете, ну, либо же жили ради семьи, исключительно только ради семьи. Вы человек довольно, возможно, романтического такого склада. Вы умеете обращаться красиво с женщинами. Вы умеете вот делать вот эти вот романтические поступки, да, которые так любят многие женщины. Но делая акцент на то, что вот именно если вы любите женщину, тогда да, тогда вы будете и поступки совершать, да, вот и пальто вы подадите, и дверь придержите, там и так далее. То есть вот эти все джентльменский набор. Но это если любимая женщина. Вот когда вы просто, допустим, вот у кого-то романы случаются, вы таким не будете. Вот я вам скажу, что вы даже вот в интимной жизни вы будете совершенно другим с женщиной, которую вы не любите. Вы это сами прекрасно понимаете. Напишите в комментариях, вот те, у кого случаются романы,
Ведь отличается, да, интимная жизнь с любимой женщиной и с нелюбимой женщиной. Вот я почему всегда стараюсь затрагивать все сферы, да, и интимную в том числе, потому что, ну, интимная жизнь, она стоит на втором месте в отношениях. Сначала духовное родство стоит, а потом уже интимная жизнь, которая, ну, очень важна, очень немаловажна. И в конце концов, ну, здесь все взрослые люди, и ничего такого сверхъестественного я не говорю, и я стараюсь так очень деликатно эту тему затрагивать. Поэтому, несмотря на свою жесткость, вот вы, знаете, вот вы такой человек, который перед женщиной вы таете. Вот перед любимой женщиной вы реально, вот вы теряетесь в хорошем смысле слова. Если с мужчинами вы можете, там, ну, я не знаю, чуть ли не какими-то там своими, ну, кулаками помахать, если надо, вы можете, да, вот если вас достанут, вы можете там и трехэтажным, да, вот матерщину и что угодно можете. Но с женщиной вы становитесь другим, да, это два совершенно разных человека. Вы становитесь более услужливой, вы становитесь более такой вот податливый, да, вот. Если вы влюбляетесь, ну, 100% из вас можно видеть веревки. И очень успешно женщины этим пользуются. Дальше, погнали. Так. Что же думают женщины о вас, да, вот личная жизнь ваша. Личная жизнь, хоть держись. Не вижу пока серьезных отношений, вот хоть убейте, вот, ну не вижу. Да, есть женщина, которая вам интересна. Может проигрываться, что какая-то женщина, ну, есть уже так на горизонте, которую вы присмотрели, с которой вы хотели бы, ну, так поближе познакомиться, зароманить, может быть. Но в душу пока вы не готовы никого впускать. Несмотря на то, что вы такой вот любвеобильный товарищ, несмотря на то, что вы очень семейный. Вот в вашей жизни произошла ситуация, которая, ну, очень сильно вас застопорила, да. Вот, ну, реально вас в ступор вогнала, после нее вы как-то очень осторожно подходите к женщинам. Ну вот даже неудивительно, это была ситуация измены, вы из нее выйдете, да, кто-то уже вышел из этой ситуации, но конфликт и скандал был грандиозный у вас после этой измены, после того, что произошло в вашей жизни. Теперь давайте смотреть, что же женщины все-таки думают о вас. Вот вы как-то все больше по жизни общаетесь с мужчинами, вот как-то, знаете, несмотря на то, что вроде бы и свободен, вроде бы и хочется семьи, но все больше общения с мужчинами. Вот я не вижу так, чтобы прям вас тянуло в новые отношения. Вот не вижу пока. Что женщины думают о вас? Вот они вас в каком-то смысле побаиваются, вот реально. Вот побаиваются вот именно для серьезных отношений. Почему? Это может у некоторых, допустим, может быть, что вы довольно грозно выглядите. Знаете, вот бывает мужчина такой серьезный, высокий, там, ну даже пусть не высокий. Ну вот почему-то вот есть страх у женщин. Вот страх подойти, страх познакомиться. Плюс вот почему-то они считают, что, ну, у вас довольно такой жесткий характер может быть. Это я говорю сейчас о женщинах, которые, ну, с вами так слишком тесно не связаны, да, это могут быть по работе, это может быть там где-то по соседству, которые, ну так, может быть, видели вас чисто внешне, здравствуйте, до свидания, вот в таком плане. Но вот такие женщины, которые не очень вас знают, они считают вот такой вот серьезный, гроза народов. Тем более вот еще касается тех, кто связан с формой, с армией, да. Ну вот реально почему-то женщины вас побаиваются. Почему они вас побаиваются? Да, вот именно как раз те, кто в форме, вот те, кто в форме, да, вот идет, знаете, как будто у них ассоциация с оружием, с чем-то таким страшным, да, с тем, что несет смерть. Вот они почему-то вот даже боятся в каком-то смысле к вам, ну, ближе подойти, вот даже в таком плане. Теперь давайте посмотрим, какого мнения о вас женщины
которые, ну, более-менее с вами знакомы, да, которые с вами общались. Это могут быть где угодно. Точно так же по работе, но с которыми вы там разговоры ведете, да, не просто там «здравствуйте». Может быть, это какие-то там, я не знаю, жены, друзей, приятелей, может быть, соседи. Ну, то есть, с кем вы тем или иным образом общаетесь. Давайте посмотрим, как они к вам относятся. Вот смотрите, они уже совершенно другая карта падает, совершенно другая история. Они знают вашу ситуацию, да, они вот считают вас почему-то, ну, таким вот глубоко несчастным человеком. Вот они знают, возможно, вот эту вашу любовную историю, поэтому здесь в каком-то смысле, вот, да, здесь они знают вашу любовную историю, здесь в каком-то смысле присутствует, ну, чисто такой человеческий мотив, когда они знают, что вам плохо, да, что вас ранила женщина, что сделала больно, и они, вот, знаете, то ли сочувствуют, да, вот они готовы даже поддержать вас в каком-то смысле. Эти женщины, которые вот с вами знакомы, они, кстати, некоторые даже имеют на вас виды. Некоторым из них вы нравитесь, они не против зароманить с вами. Но другое дело, что вы не очень ведетесь на своих, вот так сказать, знакомых из вашего окружения, с кем вы так более-менее общаетесь. Они не проявляют себя так сильно, да, вот именно в этом направлении, потому что они видят какую-то вот вашу, ну, то ли холодность, да, вот сдержанность, да, вот если у вас даже происходит какое-то общение, но это скорее такое дружеское общение. Это, простите, это такие женщины, которые, знаете, они вам симпатизируют, но симпатизируют именно... Вот как мужчине, как настоящему мужчине. Вот эти женщины, которые уже получше вас знают, они, в принципе, они видят и ваши черты характера. Они, понимаете, вот когда в разговоре вы с людьми общаетесь, они ведь улавливают, они между строк читают, чем вы дышите, какой вы человек. Вот им очень импонирует то, что вы довольно такой серьезный и надежный человек. Помимо финансов, да, вот что вы довольно неплохо стоите на ногах, конечно же, это тоже немаловажный фактор. И я вам скажу, что, ну, в общем-то, это нормально, да, потому что, смотрите, может быть, кому-то это и не понравится, то, что я сейчас скажу. Но здесь уже больше, знаете, как инстинктивный такой момент, когда женщина выбирает мужчину, вот почему некоторые... смотрят, что мужчина может дать, да, вот какая зарплата, там, есть ли там деньги, машина, квартира и так далее. Здесь инстинктивно, потому что когда женщина видит мужчину, она подсознательно взвешивает, как мужчина может обеспечить семью, можно ли от этого мужчины рожать ребенка, что он может дать. Вот такие вот, ну, казалось бы, первобытно-общинные, да, понятия, но, опять же, это наша природа, это женская природа, это происходит очень подсознательно. Почему женщины обращают в первую очередь внимание на мужчин, ну, как правило, таких самодостаточных, уверенных в себе, да, потому что от них веет надежностью, потому что женщина инстинктивно чувствует, что этот мужчина может дать потомство, может обеспечить потомство, может дать защиту, кров и так далее. Понимаете? Это не тот корыстный момент, о котором вы думаете. Поэтому, в принципе, это нормально, да? Ну, как бы женщина не будет смотреть на мужчину, который сам еле сводит концы с концами. Я говорю сейчас, понятно, неприятные вещи, но тем не менее, но это так, это природа. Потому что женщина в первую очередь заботится о своем будущем потомстве. Как можно обеспечить потомство, да, если мужчина, допустим, какой-то сам себя не может обеспечить? Ну, здесь даже речь не идет. И здесь абсолютно некорыстный момент. Вот о чем я хотела вам сказать. Поэтому вот те, кто с вами общаются, как раз здесь и срабатывает вот этот инстинктивный такой, даже материнский скорее момент.
что от вас веет какой-то вот надежностью, да, они видят ваши черты характера, они в общении вообще понимают, чем вы дышите, да. Ведь с человеком можно поговорить буквально 5 минут, да, вот на такие житейские темы, и очень легко понять, кто чем дышит, кто на что настроен. И это очень хорошо улавливает любая женщина, которая хоть немножечко дружит с мозгами. Поэтому вы нравитесь больше вот женщинам, которые хоть немножечко вас знают. Плюс еще хотела сейчас уточнить еще один момент. Сейчас скажу. Смотрите. Еще бывают такие моменты у вас, вот особенно когда вы бываете вот в каких-то компаниях, это может быть там дни рождения, может быть семьями с кем-то дружите, да? В конце концов, это могут быть даже жены ваших там, ну, друзей-приятелей. И среди них тоже есть такие дамы, которые имеют на вас виды. Я думаю, может быть, вы замечали, что чья-то жена строит вам глазки, что, может быть, она как-то вот особо уделяет вам внимание, что, может быть, она как-то флиртует с вами. Напишите, кстати, в комментариях, есть у вас такие вот жены друзей. Ну, я знаю, что в основном мужчины по этому поводу говорят, что нет, жены друзей – это табу, это запретная тема, и это правильно. Поэтому такой момент тоже присущий, но это абсолютно такой, знаете, вот если чьей-то жене вы нравитесь, это, во-первых, там есть проблемы в отношениях, о которых вы можете даже не знать. Вот, допустим, у ваших друзей, у кого-то между женой и другом есть какие-то проблемы в отношениях. Поэтому она себе позволяет вот такое поведение. Ну, я не знаю, будете вы говорить своим друзьям о том, что их жены с вами флиртуют, там, либо же, может быть, домогаются кого-то. Разные женщины есть. Это уже будет исключительно ваше дело, да, говорить такие вещи или нет. Но, тем не менее, вы понимаете, что если эта женщина с вами флиртует, да, пытается там затащить в постель, то, ну, если не вы, то другой кто-то будет. Поэтому это такое, знаете, ну, понятно, что чужая семья потемки, ну, конечно, в чужую семью не очень хочется и лезть, но это уже кто как решит. Поэтому я даже вот не знаю, что вам посоветовать, стоит ли предупреждать друга, да, вот, хотя все-таки, я думаю, может быть и стоит, да, вот сказать, что твоя жена, ну, откровенно там клеится ко мне, да, чтобы он просто, этот друг как-то тоже держал ухо востро, дабы потом рогами не упираться в небо. Вот, поэтому вот такой момент, знаете, вот, получается, вот вас больше воспринимают, ну так, на позитиве воспринимают женщины, которые вас знают, потому что те, кто с вами не знакомы, вот почему-то они вас побаиваются. Вот побаиваются, и из-за этого могут еще быть проблемы, ну, при знакомстве, что ли, да, вот, может быть, вот бывают такие ситуации у вас, когда вы знакомитесь, подходите к женщине, а она как-то, ну, как-то не так реагирует, да, это может быть реально какой-то вот банальный страх. Вот вы подошли познакомиться, да, внешность грозная, и она почему-то подумала, что вы такой вот злюка-призлюка, хотя на самом деле не так. Напишите, были у вас такие моменты или нет. Поэтому, в принципе, я не скажу, что женщины вас там недолюбливают. Вот единственное, что проблема может быть с новыми знакомствами, потому что вот есть некий страх. Может быть, знаете, вот когда знакомитесь, может быть, как-то, ну, улыбнуться лишний раз, как-то, я не знаю, ну, тон голоса смягчить, как-то через шутку, может быть, знакомиться, потому что, ну, женщины, я вам скажу по секрету, тоже довольно многие женщины, ну, закомплексованные. Многие женщины комплексуют и по поводу внешности, по поводу размеров своих форм. Ну, много всяких тараканов, да, я вот иногда просто в шоке от того, что я слышу от женщин.
И как им не пытайся объяснить, что для мужчины это не главное, да, но все равно они не слышат. Понятно, что здесь глубокие такие психологические моменты, здесь и какие-то могут быть и психотравмы, здесь может быть и низкая самооценка женщины, и это, ну, реально это нужна очень такая длительная, большая работа внутренняя, чтобы избавиться от каких-то вот комплексов. Поэтому вот такие дела, ребят. Женщины, которые в вашем окружении, они вам симпатизируют. Женщины считают вас сильным мужчиной, это уже немаловажно. Но другое дело, просто вот фильтруйте, чтобы не попасться на крючок какой-то замужней, либо же женщине, которая уже в отношениях пребывает. Потому что женщины ведь тоже бывают разные. Если мужчина нравится, да, она может сказать, что она свободна, хотя на самом деле она может быть еще в отношениях. Поэтому здесь нужно интуицию свою подключать, здесь нужно как-то все, я не знаю, фильтровать. Я не призываю к недоверию ни в коем случае, я не призываю к тому, что нужно все проверять, ну там, я не знаю, там как-то мониторить. Но тем не менее... Не хочется, чтобы попадались вы вот лишний раз на крючок вот таким вот дамам, не очень серьезным, так сказать. Поэтому вот такие дела. Классные вы парни, ребятушки. Но единственное, не попадайтесь к динамщицам, не попадайтесь к корыстным дамам. Это очень легко проверить. Я уже не раз говорила это в своих видео. И скорее попадайтесь в сети настоящих женщин, которые искренне полюбят вас, а не ваши деньги. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!